Привет, меня зовут Юрий. Я владелец 3 ресторанов. А еще много путешествую, знакомлюсь с гастрономическими традициями и интересными рецептами разных стран и рассказываю вам о них на этом канале. Делаю я это размеренно, неторопливо, для того, чтобы охватить все нюансы. На этот раз я отправляюсь в два исторические и гастрономически очень близких региона. Бельгийскую Фландрию и голландский Зилен, или землю ниже моря. Первый день мы посвятим Фландрии и ее городку Гент. А так как это один из важных центров Фландрии, меня будет интересовать, что же едят местные. Безусловно, это знаменитый бельгийский картофель фри, это бельгийские вафли, ну и, конечно, мидии в самом разном исполнении с разными ингредиентами. Гент – это красивый городок, где в архитектуре, культуре и гастрономии угадывается типичный голландский стиль. Сказать по правде, я всячески сопротивлялся поездке в Гент. Тем более, что я там был неоднократно, и для меня это туристический городок. Но жена была непреклонна, и мне пришлось подчиниться. Гент – потрясающее место для романтических прогулок или выпивок на скрытых террасах у реки или возле канала. Но этот канал уйдет, правда? Так вот, хотя в Генте и много звездных ресторанов Мишелин, нам не хотелось обращать свой взор на звездные, именно на звездные рестораны. По опыту знаю, что после длинной дороги лучше всего подходит качественная азиатская кухня. И такой ресторан мы нашли и здесь, в Генте. Странный выбор, понимаю. Но этот ресторан на самом деле великолепный. И это видно по оценкам Мишелин на его дверях. Ну что ж, обязательную программу моей жены мы выполнили, а теперь отправляемся в Зеланд, один из регионов Голландии. По дороге не устаешь восхищаться, как трудолюбивые голландцы сумели все обустроить дамбами, мостами и другими сооружениями, и тем самым перекрыть ими наступление моря на землю. Это потрясающее место, где дух захватывает от северного ветра, просторов и невероятных видов. Красота голландская, разведенный мост, все стоят, ждут, пока под ним пройдут обычные яхты. Йорсеке, деревня у моря, на краю земли, голландская. И первое, на что натыкаемся, киоск с локальными морепродуктами. А вот деревня Йорсеке и, вероятно, так 10-12 ресторанов в ряд, которые одновременно и фермы для устриц. Знаменитое место. 500 тонн мидий. Представьте себе, 500 тонн мидий продается в год в каких-нибудь 12-15 ресторанах в этой маленькой деревне. Офигеть! Но начнем мы с голландской селедки. Именно она возглавляет рейтинг того, что вам нужно обязательно попробовать. Даже сейчас я вспоминаю этот нежный вкус сельди в булочке с луком и буквально захлебываюсь слюной. А еще к сельди идеально подходит правильное бельгийское пиво. В этой части я специально убрал звук, потому что ни слово, то нецензурное. Я просто забыл, что сейчас не сезон мидий.
Несмотря на то, что большинство ресторанов в Бельгии и Голландии даже вне сезон предлагают мидии, здесь, в Зеландии, держат марку и заботятся о своей репутации. Никаких мидий, только устрицы и лобстеры. Ну ничего, мы будем пробовать местные устрицы. И вот они, устрицы из региона Зеланд. В ноябре вряд ли приезжают. Можно встретить и такую картину. Самка дикого кабана, похоже, недавно родила, и ей сложно спускаться с тротуара. Поэтому ее хозяин на прогулке носит за ней специальную доску. Ничего не поделаешь, у каждого свои домашние любимцы. В таких городках особенно ощущается размеренность, покой и умиротворение. Должен согласиться с голландскими поварами в том, что самая вкусная рыба – это рыба из Северного моря. Это действительно так. Северное море или северная часть Атлантического океана – это лучшее место, где вы можете получить рыбу идеального вкуса, которая не требует никаких приправ. Ее достаточно просто полить маслом и приготовить. Сегодня новый день и новый гастрономический вызов. Наш путь лежит в небольшой студенческий городок Лёвен. Этот город, в отличие от Брюгге и Гента, мало известен широкой туристической аудитории. И, надо сказать, к счастью. Здесь по-настоящему милая атмосфера небольшого города, а наличие студентов придает городу молодую пульсирующую энергию. Здесь вы найдете знаменитую на весь мир библиотеку, которую посещают местные студенты. Также здесь масса потрясающих костелов, небольших парков, площадей, забитых ресторанчиков. Но этот городок также печально известен конфликтом 1968 года между фламандскоязычными и французскоязычными студентами и преподавателями католического университета, в результате которого в университете Лёвена остались только фламандцы, а французскоязычная часть католического университета переехала в регион Валлоне. Более подробно о культурных различиях разных регионов Бельгии я расскажу в следующем видео. Ну а главное, что сразу бросается в глаза, в отличие от гастрономически аскетичного региона Зеланд, здесь уже ощущается совершенно другая гастрономическая культура с легким влиянием Франции. И это сразу угадывается в кондитерских, магазинах деликатесов или меню ресторанов. Бельгия, небольшой городок Люве. Мы здесь, конечно, не из-за пива Стелла Артуа, это его родина, а скорее из-за местного специалитета гуляша, который бельгийского гуляша, или скорее фламандского гуляша, который называется на французский способ карбонаде. Мы отправляемся в местную брасserie. Это известное на весь город заведение, где попробуем вот этот фламандский гуляш. А интересный он в первую очередь, потому что делают здесь его из щечек, говяжьих щечек. Идем на это.
пожалуй, самый известный специалитет Фландрии – угорь в зеленом соусе. Еще один специалитет – говяжий язык. А вот и наш главный герой – карбонада, или бельгийский гуляш на черном пиве. Это было очень вкусно, но я сделаю вкуснее. Сказать по правде, бахвальство не пошло мне на пользу. Получилось откровенно невкусно. Вероятно, я использовал слишком горькое пиво. Пришлось все переделать. А вот со сладким получилось вкусно. Семья довольна.